Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказался на канале Таро Немо. Таро расклад. Что прояснится? Вот что скоро действительно у вас прояснится? Может быть, как решится ваш вопрос, мы еще пока не знаем, что нам раскроют карты. Вот поэтому давайте перейдем к нашему раскладу и рассмотрим альтернативные варианты. Именно рассмотрим с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема. Итак, в первую очередь мы узнаем, что нам о вас скажут карты. А после мы разделим наш расклад условно на три части. Первое– это именно что же прояснится. Потом мы узнаем, и что же будет дальше. То есть и в итоге-то ведь что будет происходить со дня на день. Ну, вы можете загадать свои сроки, но, наверное, в наше время перемен не стоит загадывать куда-то очень далеко. Реалистичные сроки ставьте. И в ближайшие дни это может быть буквально сегодня-завтра, у кого-то это может растянуться и на несколько недель. Поэтому будем реалистами. И самое главное, третья позиция, так вот в итоге-то, а как изменится ваша жизнь? Или к чему идет какая-то ситуация? Вот это вот все то, что нам обрисуют карты, какое продолжение тоже где-то следует. Итак, кто вы? Что о вас расскажут карты, где вы сейчас как будто, да? Вот где вы сейчас? В иллюзиях, мои дорогие. То есть есть какая-то тема, которая радует, которая приятна, но явно уже ее не стоит продолжать. Или пусть это продолжать мы многие вещи, многих людей мы не можем отменить, правда, только потому, что мы разочарованы или кем-то, или, может быть, делом, которое не совсем складывается так, как в нашем представлении поначалу казалось, опять же, да. Тут вот что-то есть, как казалось, и вот есть какая-то реальность. И, может быть, вот вы сейчас как раз находитесь на том жизненном этапе точно, когда у нас открываются глаза. Ёлки-палки, мы говорим себе, а как это так получилось? Когда это я так сумел или сумела, ну, как будто нацепить на себя розовые очки или втянуться в какое-то дело, или с кем-то согласиться. И вот теперь есть явно какой-то, вы это ощущаете, как жизненный тупик, когда это нужно уже прекращать, 13-й старший аркан. Во-первых, время, скорее всего. Вот именно где вы сейчас, да, мы спросили. Вот у вас сейчас такое состояние души, что явно было что-то приятно, что-то радовало. Есть любимые, может быть, люди, есть приятные отношения. Но вот какая-то на злобу дня тема дает вам подсказку, что ну нет, вот наступает тот период, который сталкивается одновременно. То есть вот то, что тянется из прошлого, и самое главное– будущее. Как ни странно, 13-й аркан, ведь это трансформация. То есть это переход между прошлым и будущим. И вот эта звезда, красивая карта, между прочим. Вот вы сейчас находитесь в моменте трансформации. Когда вы понимаете, что, наверное, много пройдено дорог, а вот ошибок сделано еще больше, но вот теперь уже какая-то идет внутренняя перезагрузка, перестройка вашего сознания, мировоззрения, а может быть и организма, кстати, у кого-то тоже так же. И вот вам нужно, ну, какую-то свою стратегию, тактику разработать. И неважно, в каком вы состоянии души сейчас или здоровья, кстати, вы понимаете, что тут действительно вам нужно для начала адаптироваться и сказать себе как будто правду, потому что что-то при всем желании в том контексте не может быть продолжено. А вы знаете, вы учитесь себя сохранять. Вот. Вот, наверное, все то, что я говорю, смотрите из трех карт, два старших аркана. Но нет той концепции, которая была в прошлом. Она осталась только в ваших мыслях и эмоциях, в представлениях. Но реальность, она диктует какие-то свои, ну, может быть, и суровые обстоятельства. И вот именно сохранять, потому что карта независимости, конечно, это карта знающего человека, кстати, у вас сейчас очень работает хорошо интуиция. Может быть, поэтому вы открыли Таро-расклад. Это как, знаете, диалог с самим собой. Вы пытаетесь свой внутренний компас настроить на какую-то дальнейшую траекторию и при этом, ну, как по минимуму, совершать какие-то ошибки. Мы, конечно, не застрахованы от ошибок, мы люди, правда? Поэтому тут ведь весь фокус в том, чтобы мы вовремя признавали, что мы что-то сделали не так. Причем не искали, ну, может быть, к этому и были какие-то предпосылки, может быть, была и чья-то вина других людей, но, а мы-то ведь согласились на что-то, правда? И это само по себе
ну, как оплошность или где-то как ошибка. И когда мы говорим, это не тот там кто-то виноват, а мы говорим, да это я сглупила, что же я наделала, да где же мои глаза были. Вот поверьте, даже в шутливом тоне, когда мы к себе обращаемся, ну, мы говорим, что ну да, это мой ляпсус, это люди-то понятно, они были и будут разными. Новые люди придут в вашу жизнь, тоже разные, мы от этого не застрахованы. Но вот отношения правильно выстраивать, вот тут именно из-за отношений неправильно выстроенных было какое-то разочарование. И вы вот теперь, самое главное, нет никаких эмоций. Вот у вас сейчас вас эмоции отставляют. И я даже не исключаю, что у кого-то, знаете, как злость, точно, по девятке жезлов. Ну, это, знаете, не та злость, ярость. Нет, я не об этом. А у кого-то это вот та ошибка как раз, когда мы сами на себя уже злимся. Да елки-палки, да сколько раз я могу одни и те же грабли находить по 150 раз. Ну, может быть, в течение своей жизни. Вот жизненный экзамен вы проходите, и вы понимаете, что есть то из прошлого, что дорого, может быть, это какие-то ваши планы, начинания, может быть, и взаимоотношения, которые тоже дороги. Но даже то, что любимо и дорого, оно просится к пересмотру. Вот удивительно, все карты трансформации. Девятка жезлов– это когда мы в двух словах, когда мы понимаем, что я сделал все, что мог. Восьмерка чаш. Когда мы ищем выход, и мы его находим. Ну вот, наверное, с первых двух карт, и вот нам пошли рассказывать. Но именно интуиция, она вам помогает, потому что мы с вами живем в такое время, когда мы слышим очень много разной информации, причем она противоречивая. Ну и люди где-то тоже тут нам кто во что гораст. Один одно говорит, другой другое. Кто-то просто пытается манипулировать. Так вот, как раз интуиция нам помогает, как знаете, подсознание понимать, а что же действительно важно. Или какую для себя выбрать канву взаимодействия с человеком. Или своего участия, допустим, в работе. Или пусть в вашем бизнесе, в вашем личном деле, что мы хотим продолжать. Но самое главное, не растратить попусту ни время, ни силы, ни энергию. И вот если даже что-то не влазит ни в какие ворота, как я говорю, то вот интуиция подсознания дает правильные подсказки. Поэтому пока сложно определить, знаете, может быть, законы меняются, какие-то постулаты, правила, ритм жизни, все вот это сейчас пока у нас, как знаете, клубок какой-то противоречий может напоминать. А вот интуиция подсознания дает правильные подсказки. Будьте готовы. Вот смотрите, по рыцарю мечей это когда мы ищем правду, и мы ее находим. Вот вы уже на сегодняшний день как бы спали, вот эти розовые очки или как какая-то пелена, и мы понимаем, нет, тут действительно происходит какая-то тема, которую я рискую как будто в этом подзастрять, если себе не скажу правду. Может быть, даже для вас это будет связано, или было, кстати, связано, это ведь то, что у вас сейчас. У вас, может быть, совсем недавно произошла какая-то ситуация с конкретным человеком, которая была как триггер, кстати, когда вас заставила именно вот так вот все пересмотреть, передумать. Когда вы понимаете, что, ну, чьи-то просьбы не кончаются или какая-то прежняя игра чужая, она вот настолько одинаковая, что даже если вы, мои дорогие, долгое время, ну, где-то прикрывали глаза на что-то подобное, то тут вы понимаете, что да мне надоело, я устал, я уже сам или сама хочу этой правды и истины. Что же прямо сейчас? А вот выбор, мои дорогие, это то, о чем я сказала. Да, тут есть те отношения, которые... Вот смотрите, это, знаете, как внутреннее состояние вашей души или вашего сознания. Это то, что в вас самих происходит вот эта трансформация, вы что-то и обдумываете, и переигрываете, и передумываете. Понимаете, что да, мне нужно сейчас, ну, как-то максимально осторожно, как и на что-то соглашаться, так и вообще свои поступки как-то очень продуманно осуществлять. Или, может быть, даже диалоги очень продуманно выстраивать. Потому что я рискую через, и опять же, через эмоции соскользнуть на какую-то прежнюю историю, которая бы означала вот эти самые грабли. Но договориться явно с кем-то нужно. Причем, вы знаете, вот ваша сильная позиция, как ни странно, вот в чем. Вы можете быть уже внутренне готовы к тому, что с вами могут не соглашаться. Правда, у вас
Вот в первом ряду у вас все такие карты, что вы уже себя настраиваете. Может быть, это обстоятельства вас уже так отрепетировали или подвели к тому итогу, что вы понимаете, что да, мне тут нужно что-то менять. Менять свою жизнь, менять отношения, опять же, да, или что-то менять в работе. Потому что, ну, это явно прогресса не будет. И если мы понимаем, что мы кому-то скажем «нет», или мы заявим, ну, даже по поводу работы, к примеру, я хочу строить карьеру. Вот, а почему нет? Конечно, все зависит или многое зависит от руководителя, от того, какие у вас взаимоотношения. То есть ведь тут может быть разная история, нам тут не говорят. Эмоциями можно прицепиться к любимому делу и выполнять кучу работы, как альтруист. И уже даже коллектив привыкает. Ну, вот ему поручи, он за все берется. Или ей, да, допустим. И спи спокойно. Но в нас-то самих когда-то эта трансформация тоже проходит, правда? Мы вдруг понимаем, ага, вот я работу провел, а бонусы получил другой. Или я составил там какой-то документ, важную бумагу, или, может быть, что-то вот оформил. Я вложил много своих как бы и эмоций в добром, хорошем смысле, да. Я вложил очень много своего времени, энергии, даже видения какого-то конкретного вопроса. А в результате на первом месте, да, как на авансцену выходит другой человек. А где же я? Вот мы тут себе спрашиваем, а где же я? Поэтому вы миролюбиво готовы выслушать даже какие-то прения или построить какие-то сложные диалоги. Вы понимаете, может быть, на сегодняшний момент, что вам придется даже, вот как будто на переправе лошадей не меняют. Вот это точно. Почему? Потому что по аркану Мир мы, видимо, будем иметь еще какое-то время, ну, по крайней мере, ближайшее время, контакты с теми людьми, с кем мы взаимодействовали прежде. Или если это работа, значит, мы пока какое-то время на этой работе точно остаемся. Нам вот именно нужно новую конфигурацию взаимоотношений выстроить, как и в личной жизни, так и в вопросах работы. И только после этого у вас, смотрите, будут перемены. Вот это, знаете, как период переосмысления. Но перемены у вас уже на пороге. К примеру, вы можете думать, что какая-то тема или разговор будет значительно сложнее, чем вы это себе представляете, да, или боитесь где-то даже вот этого. А вы знаете, тут ведь правда нужно подумать, каким образом обратиться к человеку, или начав даже как будто самого себя перестраивать, понимать, на что мы соглашаемся, на какие проекты мы откликаемся, задать себе вопрос, а как глубоко я готов в это окунуться, и пусть это даже взаимоотношения, у кого-то бизнес, или работа, или дальнейшие планы. Тут нет, знаете, вот по всем картам, тут нет вот этого, знаете, горения какого-то, да, или нет вот этого импульса, на котором мы часто, не успев додумать, повторяем ошибки. Вот вы как будто подготовились уже вот к этим переменам, практически перемены на пороге. Ну, какие-то последние ситуации, или пусть она даже одна, но включает в себя сразу несколько сфер жизни. Так вот, ситуация достигла пика ровно для того, чтобы произошло вот это переосмысление, ваша адаптация к какой-то реальности, и начались добрые перемены. Ну вот что нам рассказали о вас карты, поэтому кому это откликается, я сейчас сложу эти карты, и мы достанем, разделим на 3 кучки карты, да, на 3 позиции. Достанем по 6 карт в каждой. И первый наш вопрос будет: так что же прояснится? Может быть, это первая либо сфера жизни, либо действительно с какими-то новостями или с человеком будет связано. То есть с чего все начинается? Первая карта. Ладно, вторая, третья. Так получилось. Четвертая, пятая и шестая. Так что же там прояснится? Достаем всегда 6, потому что, как у нас карта Таро? 6. Это всегда победа. И, кстати, китайская гексаграмма тоже. Вся наша активность умещается в 6 стадий. И числа от 1 до 6. И вот 6 это уже как результат какой-то. Вот будем узнавать, что же там за результат мы получим. Что произойдет или со дня на день, и вот самое главное, какие предпосылки сложат к тому, что будет дальше. Третья карта. Что же случится, что произойдет в ближайшее время, в ближайшие дни для вас. Ну и к чему же это все идет? Еще 6 карт давайте достанем. Как изменится, возможно, ваша жизнь.
Возможно, скорые какие-то перемены даже или внезапные. Вот давайте узнаем, кстати. Либо это будет в затяжку, либо это будет как-то молниеносно, да? Ну, давайте узнавать. Так что же тут прояснится, мои дорогие? Вот точно, все то, что мы говорили. Десятка жезлов, куда мы идти не хотим, да? Или мы, не, наоборот, не хотим оставаться. Нам показана девушка, которая буквально свои нехитрые пожитки на вала сложила и говорит: ну все, баста, хватит, мне все надоело, я так больше не могу. Вот по какой-то ситуации, которой вы себе сказали, я больше не могу. Перезагрузка идет по пажу жезлов. Это нам свидетельствует о том, что скоро вы получите какую-то новость. Больше это действительно будет касаться, либо даже если это личная жизнь, вопросы с детьми, вот может быть. Причем с детьми взрослыми может быть. Это какая-то новость от детей, которую вы получили, да, вот по первому ряду. И может быть для кого-то это как ваша помощь долгое время, вы участвовали в чем-то, помогали, но за это время вы сами себя в ноль, ну, если не в отрицательные числа, я шучу, конечно, увели, и вы теперь понимаете, да елки-палки, ну как так получилось? Может быть, вы ждали того момента, когда, ну, вот старый добрый мультик я вспоминаю, «Золотая антилопа». Помните, как антилопа прыгала, и она спросила, а если золота будет слишком много? Ну, тут не золото, тут ваше участие слишком много. И что ты будешь делать тогда? Ей ответил там падишах, по-моему, был, плохо помню, но он говорил: «Глупое животное, золота не бывает много». Так вот тут ведь мог быть такой человек, который твоей помощи для меня не будет много, понимаете как? Но уговор был такой: не говорить слово «хватит». Так вот, вы понимаете, тут человек слово «хватит» не говорит, а вы сами как будто говорите: «А вот теперь хватит». И заканчивается, кстати, тут что прояснится? Здесь могут быть такие разговоры серьезные, когда правда, вы можете столкнуться с обидами. Потому что, что это происходит? Что это у нас вообще в мире такое поменялось? Почему это вдруг так внезапно? Все время была помощь, а тут вдруг она прекратилась. Или когда вы причем, знаете, ваша сильная позиция будет в том, что люди будут считывать, что вы на что-то решились, причем на эмоции вас не вывести. На импульсы вас ну, вот, кстати, на импульс можно взять с учетом этой карты, и кто-то будет пытаться, да? Это такой звонок неожиданный: «Как дела?» Ну, или, знаете, так это, позади, ну, как будто кинь, впереди возьмешь. То есть, с таким каким-то тонким подходом люди могут к вам подходить. И тем не менее они будут видеть, что вот вы сами поменялись. Потому что люди даже будут понимать, что вы сейчас вот именно собой будете заниматься, своим делом, может быть, творчеством. Пусть это даже касается работы, даже выстраивая какие-то правильные диалоги с руководителем. Руководитель, он тоже вас увидит, если вы, ну, все-таки это следует заявить, что да, я хочу строить карьеру, может быть, есть возможность в нашем учреждении, к примеру, да, каким это образом может быть. Это нормальный разговор. Но для кого-то это личное дело, а у кого-то это вопросы буквально личная жизнь, дети и, может быть, даже ваш дом. Но тогда и ваши дети, и ваши, может быть, домочадцы будут видеть, что у вас сейчас происходят перемены. Вы этого не замечаете. Так вот, что же прояснится? У кого-то вопросы именно с домочадцами, мои дорогие. Или у кого-то это может быть переезд в какую-то другую местность. Или, может быть, что прояснится, какая-то тема, которая тоже тянется очень долго. И, может быть, это, знаете, вот она зависла именно по части жилья. Ну, иногда, к примеру, я банально, вот первый вариант, да, иногда есть, ну, какое-то пространство, где люди проживают и понимают, им объявлено, что в этой местности будут какие-то пертурбации, скажем так, или дома пойдут под снос. И вот ты подожди. И это очень тяжело, иногда десятилетия проходят, люди ждут. Представляете, это, да, в контексте истории десятилетия это вот один миг, а в нашей жизни это очень много. Поэтому у кого-то что-то и подобное может быть. Поэтому я тут могу предположить, даже если вы что-то сами как готовите к развязке. Так что же прояснится? А ведь на самом деле вопросы дома, вопросы семьи, десятка пентаклей, прояснятся вопросы денег. Но это вы, наверное, королева. Ух ты, как у вас выпало. А ведь кто-то начнет личный бизнес.
Или, может быть, уже начал, приступил, начал. Это, знаете, все равно внутренний вот этот огонь, когда вам хочется что-то осуществить. Для кого-то из вас необходимо сейчас как будто перевести количество работы в качество, потому что десятка жезлов впереди, а королева жезлов – это грамотная бизнесвумен. Ну, конечно, мужчины, если меня смотрят, здесь может быть и личная история. Есть женщина очень притягательная, с которой вы хотите быть вместе. Но тогда примите к сведению, нет, у нее тут не совсем. Я не могу сказать, что это тот человек, который полностью погрузился именно вопросы семьи, детей, даже если это девушка, женщина молодая, да, может быть, сидит или не обязательно, это уже зрелый, может быть, человек, который прежде даже с внуками, например, сидел, да, а теперь вдруг нет, вот уже не внуки. И есть еще в моих силах много каких планов, которые я вполне могу осуществить. Так вот, вы видите, как свой путь к победе. Мои дорогие девочки, правильная работа с информацией все-таки королева жезлов. Вот в чем ваша сила, что прояснится? Правильная работа с информацией – раз, и правильное распределение денег. Это как совет карт по тому, что прояснится. Но проясняются действительно вопросы дома, семьи, вот так вот по-разному. У кого-то это и даже для дома, семьи все равно составляющая финансов. Тут тоже будет проясняться, откуда к вам приходят деньги. Как вы их собираетесь тратить? На кого? На что? Каким образом? То есть вы ставите себя на первое место. Вот вы знаете, если долгое время вы на что-то соглашались, вы были кому-то, как мы говорим, удобны, вот теперь люди замечают вашу или метаморфозу вас, вот эти изменения. Но и даже если кто-то не согласен или может злиться, правда. Но тут, наверное, самого по себе вот эта злость на самого или на самого себя, когда: "Илки, я столько времени упустил". Поэтому чужие эмоции вообще не имеют никакого значения. Обратите внимание, ни одной карты в эмоциях, ни одной. И все ведь идет к победе. Вот давайте мы с вами немножко проясним, так что же произойдет со дня на день или как будут складываться события, которые будут продолжены. Ну вот на сохранение. На сохранение буквально финансов. Ух ты, на кону солнце. У вас действительно приготовьтесь к тому, что какой-то период времени это как и внутреннее наше озарение, так и два старших аркана – солнце и умеренность. Так вот, внутреннее озарение, так еще и будет очень много какой-то информации. Ну, пусть даже немного, но она такая более достоверная. Возможно, именно потому, что вы ее найдете. Или когда больше я тут вижу, это у нас переосмысление процесс. Ведь выбор важного направления, причем на месяцев 6-8. Вот ваша сейчас задача 6-8 месяцев сохранять финансы, удерживаться буквально на плаву и строить планы на будущее. Это и не имеется в виду какой-то проект неосуществимый. Нет, это то, что тезис-планы. Причем продумывать альтернативные варианты, быть готовым что-то корректировать. Аркан умеренности у нас всегда говорит о том, что у вас следом будут не случайные случайности. Будут вам судьба на порог в вашу жизнь посылать какие-то жизненные метаморфозы. Вот почему, может быть, следует прислушаться к вашей интуиции, да, вспоминаем в самом начале, почему нам выпала карта Верховная Жрица. Потому что то, что умом не поднять, подсознание говорит: действуй. Действуй аккуратно, но при этом имей план А, план Б, план С. Если ты видишь, что не пошло, то ты тогда должен как будто раз ретировался назад и что-то переиграл. Приступил к плану Б. Ну уж коль уша никуда не идет. Так что же будет дальше? Вот это да. Стабильность, порядок. Да, нам карты говорят, что будет какой-то человек, который он не захочет или не может от вас отказаться. Возможно, это у кого-то будет плодотворное сотрудничество с руководителем. Опять же, мы не знаем, чего касается вопрос, но две десятки. Они могут говорить или о построении личной жизни, но они все-таки о работе. Тут даже если и личная жизнь, для кого-то это может быть. Знаете, личная жизнь ваша будет меняться, когда вы, как ни странно, будете заниматься любимым делом. Или когда вы не окунулись и утонули в каких-то бытовых делах, рутине, мелочах, а когда вы, ну вот, как воскрешение какое-то, когда вы вспоминаете о самом себе,
может быть, даже о мечтах в ранней юности, в детстве, мои дорогие, у кого как, в зависимости от возраста. И у нас сейчас преломление такое идет, зазеркалье, ситуация между прошлым и будущим. И правда, вы можете получать. В ближайшее время мы смотрим, что же дальше, да. У вас будут такие происходить события, когда вы себе скажете: "Ну надо же, я об этом думал или думала". Ну надо же, я вот как-то хотела прежде это осуществить или хотел, но не было у меня инструментов, не было у меня таких возможностей. Вы знаете, люди, которые будут это удивительно, но на самом деле окружение, когда смотрит на то преображение и перемены в вас самих лично, они начинают менять о вас ваше свое мнение. И, может быть, здесь, все равно, знаете как, музыку заказываете вы. Вы первая скрипка. Будьте где-то готовы к тому, что вы вот, наверно, явно нам показывали первые карты, когда мы делали сигнификацию. Вы прошли тот сложный опыт, когда именно больше вами руководили или пытались говорить: "Вам надо делать так, а не эдак". Какое-то время вы именно соглашались. Может быть, для того, чтобы, ну, вот как мы говорим, абы тихо, да, абы спокойно. Но вот понимаете, что, ну да, может быть, в какой-то период эта тактика и неплохая, но далеко не всегда и не во всем. Вот вы учитесь слышать самого себя или саму себя. У кого-то, я не исключаю, отношения даже будут переведены, личная жизнь, на совершенно другой формат. Нам пока не говорят, все же мы смотрим ближайшие дни. Но нам здесь показана королева Пентаклей, да. Я могу точно сказать, что наша позиция, вот именно, или позиция девочек, моих дорогих женщин, она у вас сильна, она сильнее, чем мужская. Как будто у мужчин, без обид, мои дорогие, у вас больше страсти, у вас больше огня, у вас больше притяжения. Это правда, как ни странно, у вас больше эмоций. А женщина становится абсолютно непроницаема, как по верховной жрице. Ее прошлые какие-то события к этому подвели. И карты ведь у нас такие выпадают, да? Вы, кстати, мои дорогие мужчины, вы можете сожалеть о том, что и вы будете пробовать что-то переиграть. Потому что, знаете, это как глаза открываются на то, что, елки, я сейчас могу что-то упустить. Ну, может быть, я допускаю, не всем подходит наш расклад, но, по крайней мере, в выпавших картах тут однозначно, тут у нас пара идет. Причем, когда если пара больше такая страстная, эмоциональная, но если выпала карта королевы Пентаклей, тут уже вопрос идет именно о статусе. Тут о том, что это наши близкие, это наши где-то родные. Это те люди, которые, ну, буквально рядом с нами. Поэтому тут и могут пересматриваться статусы по части отношений. Ну и, соответственно, королева Пентаклей для вас, мои дорогие девочки, вы будете наводить порядок в своей жизни. Вот что будет дальше. Единожды приняв для себя или какую-то концепцию, или взяв решение, вы не готовы отступать. Вы точно будете идти вперед. Почему? Потому что я больше не хочу какого-то дежавю. И все карты нам показывают, ну, наверное, боги высшей силы вам помогают. Вот давайте тогда узнаем, как изменится ваша жизнь. Хотя нам ведь показали, посмотрите. Тут может быть полный порядок постепенно. Вы именно организовываете. Потому что и десятка кубков, и десятка пентаклей– победа. Но эту победу мы должны удерживать. Поэтому где-то вот даже совсем скоро прояснится какой-то вопрос, и вы будете, ну, как можете собой гордиться? Может быть, то, что выстояли какое-то время, выдержали напряжение, но тут это не совсем даже, как выдержки касается, а когда мы реально понимаем, что у нас есть какие-то бонусы. У нас есть как козыри какие-то в руках, и эти козыри нужно сохранять. И вы этим будете напрямую заниматься. Но не только сохранение ради сохранения, а ради собственного солнца вы готовы идти вперед. Так к чему же все идет? Как изменится ваша жизнь? Ого, карта мага. Какой у нас серьезный расклад получается. Магами не рождаются, магами становятся. У кого-то на уровне взаимоотношений сложно. Сложные отношения и женщина, опять же, правда, есть параллели, как бы роль мужчины и роль женщины. Поэтому долгое время женщина, может быть, и была совсем согласна.
Ведь по аркану королева чаш– это карта любящего человека. Тот, кто или та, кто любит беспрекословно. Это великий альтруизм. Это верность и любовь без каких-либо условностей. Но часто этот альтруизм переходит в самопожертвование. И карта мага всегда мужская карта. Поэтому тут вот именно будут пересматриваться взаимоотношения. Причем это как в паре будет пересматриваться, но это, наверное, чуточку позже, к чему это все идет. Но поначалу у кого, вот кто смотрит мой расклад, и это совпадает именно с личной жизнью, с взаимоотношениями, то каждый, вы, мои дорогие девочки, пересматриваете, мужчины ваши пересматриваете, ну или наоборот, перекладываете. То есть каждый ищет какую-то свою роль. Каждый ищет, кстати, свою выгоду. Аркан мага, карта практика. Я не могу сказать, что это плохо, но, по крайней мере, то, что, мои дорогие девочки, вы не согласны на какой-то бесконечный альтруизм или, как знаете, работу, участие свое. И это все как должное. Это вот как не в никуда. Но вот, видимо, когда это переосмысление закончится, вы начнете видеть как будто друг друга совершенно по-другому. А для кого-то из вас, мои дорогие, это вот к чему все идет? Это когда вот вы, ваш альтруизм, понимаете, что как-то многовато вокруг меня манипуляторов. Дай-ка я сам или сама стану этим серым кардиналом, великий практик. Потому что, вот я сказала, магами не рождаются, ими становятся. Потому что пройден очень сложный путь, когда вы были на вторых ролях. Смотрите, удивительный расклад. Вы сейчас действительно на выборе. И у кого-то это может быть и я такого и не исключаю. Вы столкнетесь, вот к чему все идет. Какие-то люди будут пытаться вернуться в вашу жизнь, причем вернуться по-новому. И вы знаете, вы будете решать, принимать или нет. Приготовьтесь к этому. Пусть это будет даже у кого-то, даже касаемо работы. Но вот есть выбор, который делать будете именно вы. Но не в тех энергиях, которые соглашательские больше. Или более такие, даже добрые, я сказала. Холодная голова у мага. Ни одной эмоции, ни одного чувства. Есть только практика, критерий истины. Вот с этим подходом вы будете делать выбор. Но вы все равно от чего-то не откажетесь. Почему? Потому что ищете и, может быть, видите в чем-то выгоду. Но это реальность, мои дорогие, правда. И карта ведь говорит, так совпало, влюбленный и маг. Здесь явно есть будет, может быть, даже вот такая конфигурация взаимоотношений, когда оба видят не просто чувство, да, или какая-то игра, но отчасти это люди заинтересованные. Да, нам не говорят об искренности, увы. Но мы пока смотрим на короткий период времени, но я тут вижу больше интереса, точно. Но такого интереса, который должен быть построен, знаете, может быть, буквально на законе, на заключении каких-то бумаг. Вот, кстати, по работе это могут быть и как и контракты, но и по личной жизни тоже какие-то брачные контракты, договоренности. И, может быть, кому-то из вас предстоит, подготовьтесь, кстати, к этому. Вам придется, ну, очень правильно изъясняться, на что вы согласны, на что вы нет. Причем это тоже без эмоций делать, потому как мы не должны, знаете, выстроить какую-то конфронтацию, карта конфликта, а наоборот закопать топор войны. Вот здесь сепарация только иллюзия. Поэтому тут действительно вам могут вернуться какие-то ситуации из прошлого. Это не значит, что вот буквально люди, кого мы ждали, может быть, или хотели видеть, вот они прямо возвращаются. Нет, тут, может быть, это связано даже по работе или какой-то сложный выбор в жизни, когда вы уже от этого отказались. Или когда, может быть, с каким-то человеком у вас был конфликт. Тут какая-то новая перезагрузка, конфигурация взаимоотношений. Именно потому что, а вот так вот будет либо правильно, либо целесообразно, либо практично, либо выгодно. Ну, это вот мы к чему оно все идет. И причем что-то должно быть абсолютно точно по закону. И никакого конфликта. Самое главное, что у вас для этого достаточно и сил, и мудрости, и дипломатии. Помните, что на кону ваше солнце. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я искренне надеюсь, что наш расклад
вам чем-то помог или, ну, пока вы слушали этот расклад, все равно ведь каждый обдумал какую-то ситуацию. И в конечном итоге наше видео было вам полезно. И я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете. Боже, какие волшебные комментарии. Правда, я не успеваю, мои дорогие, отвечать. Но когда я читаю, вот именно на канале Таро Немо, я просто в восторге. Спасибо вам большое. Правда, вот это действительно, пусть мы совершенно с вами разные. Пусть мы находимся, боже, наверное, на разных частях вообще земного шара. Я знаю, что очень из разных стран смотрят мои видео. Но вот это вот, знаете, нас что-то объединяет. Мы думаем одинаково. Единомышленники, да, и это очень важно. Поэтому оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда. Ёлки-палки, у вас все получится. Карта солнца. По крайней мере, я верю.